Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний второй прогноз я делаю для вашего знака зодиака. Неделя следующая, неделя с 20 по 26 апреля. Давайте посмотрим, что же ожидает вас в этот промежуток времени, какие для вас события будут наиболее важными, наиболее значимыми и актуальными, соответственно, в этот период. Я напоминаю вам, стрельцы, что расклад я делаю по дням недели. То есть на каждый день недели мы достаем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной, чтобы посмотреть разъяснения и уточнения по основным картам. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Кто еще не подписан, не забудьте подписаться. Я буду очень рада такой обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Начнем мы с основной колоды. Итак, стрельцы, смотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, это карта девятка жезлов. Мы видим здесь человека, который немножечко устал. По девятке жезлов может быть ощущение выгорания, усталости, изнеможения от какой-то работы. Может быть, вы действительно очень много трудились и просто уже пора в конце концов. Может быть, вам в какой-то отпуск, я не знаю. Но вот понедельник у вас день тяжелый. То есть вы здесь с упрямством выполняете какую-то работу, стараетесь сохранять спокойствие и довести что-то начатое до конца, но по девятке жезлов дается вам это достаточно тяжело, может быть, не все так гладко и легко, как хотелось бы. Также вы можете переживать из-за того, насколько качественно и хорошо вы выполняете, собственно, свою работу. Также по девятке мечей можете ощущать, что, не знаю, не хватает времени, нужно взять какую-то работу и ночью ее выполнять, то есть не спите ночью, больше загружаете себя каким-то вопросом, какой-то задачей, потому что нужно ее завершить, сделать там в какие-то сроки определенные, к примеру. Дальше идет тройка жезлов, это карта, показывающая, что вы готовы идти к своей цели любыми способами, стараетесь решить какие-то вопросы, которые мешают вам прийти, соответственно, к задуманной вершине. То есть трудитесь, прикладываете усилия определенные, уже даже получаете какие-то видимые результаты, и, соответственно, вас это приободряет. Кстати, можете получить поддержку или помощь со стороны других людей, и тоже увидите, что эта поддержка и помощь для вас достаточно значимая. Но тут же еще и пятерка жезлов. То есть действительно вторник не самая простая у вас карта выпадает на этот день, и здесь будут какие-то сложности, трудности. Но опять-таки, вот тут этот маяк погас, но он нашел способ. Как обратить внимание моряков, допустим, которые идут к этому маяку, на то, что здесь берег. То есть он зажег факелы. И здесь тоже в целом можно сказать, что по пятерке жезлов вы находите выход даже из каких-то сложных ситуаций и продолжаете идти к своей цели. Если какая-то конкурентная борьба есть на работе, допустим, то вы занимаете, может быть, лидирующую даже позицию, то есть стараетесь здесь по тройке жезлов вырваться вперед. А карта десятка кубков, карта счастья, семейного счастья, благополучия какого-то и ощущения радости. Тут же еще и семерка кубков выпадает подряд в двух колодах. И в целом может быть что-то связанное с выбором в вашей семье, может быть касаемо ваших детей, мужа или жены. Не знаю, вот решение, которое вы принимаете, выбираете между чем-то и чем-то, какие-то варианты есть, и вы рассматриваете эти варианты, думаете, какой лучший из них. Можете бояться, что вы ошибиться с выбором можете. Думаете, все-таки так сделать или так, как же лучше, вот есть какие-то сомнения. Но и также здесь очень много додумываний, фантазий, а вот что будет дальше, у меня в семье через неделю, через месяц, через год, что мы планируем делать дальше, то есть какие-то мысли об этом. Вот она здесь по семерке кубков спит и видит сны, то есть может быть даже что-то снится такое вот связанное с тем, о чем вы думаете, между чем выбираете. По семерке кубков также еще и вдохновение может присутствовать, то есть у вас творческий здесь потенциал по максимуму может развиваться и давать о себе знать. Тут же девятка жезлов снова-таки, которая показывает вот то спокойствие, с которым вы стараетесь подходить к этому выбору, стараетесь здесь
защищать свой выбор, который вы считаете правильным, отстаивать его именно и стараясь, может быть, даже чересчур упрямы будете в каких-то вопросах, касаемых выбора. Десятка пентаклей — карта дома и семьи, может быть, материальных вопросов, которые вы решаете там в своем семействе. Здесь может быть что-то и связанное с мудрыми решениями, которые нужно принять, или стабильностью в вашем доме, каких-то материальных вопросов, там, касаемо недвижимости, к примеру, да, аренды, покупки, не знаю, чего-то такого, оплаты коммунальных, то есть какие-то вложения денежные, которые могут быть. Десятка пентаклей. Но в целом здесь очень такая хорошая материальная, скажем, карта на пятницу. Тут же еще сила, карта льва, то есть ощущение силы, ощущение власти, ощущение, что вы здесь духовно сильны, что у вас есть такой эмоциональный подъем, здесь ощущение, что вы строите доверительные отношения с вашей семьей, близкими, с вашими детьми, соответственно. Дальше пятерка кубков и такой переход здесь на субботу неприятный с этой пятеркой кубков, которая о печали, о неприятностях каких-то или сложностях говорит обычно. И да, она может сказать о какой-то проблеме, которая вдруг возникает. Но по рыцарю жезлов, скорее всего, вы стараетесь вести себя достаточно смело, рискованно, порывисто, да, принимаете какие-то решения спонтанные, то есть вас здесь не останавливает какая-то проблема, хотя да, возникает здесь какое-то либо разногласие, либо какая-то вот неприятность, но скорее всего она не слишком сильно отражается на том, что вы спланировали в этот день сделать. Дальше карта страшного суда, карта каких-то переворачивающих с ног на голову событий. И здесь с рыцарем мечей вы будете очень решительны в том, что вы делаете, вы будете честны с собой в том, что вы делаете, соответственно, какие решения принимаете. И в целом-то карта страшного суда, она говорит о выборе, то есть здесь решительный выбор, который вы принимаете. Допустим, здесь решительное движение к успеху и возможность использовать какие-то удачные шансы, возможности, которые вам здесь даются. Здесь может быть еще что-то связанное с страшный суд, это как возвращение, возрождение чего-то, что-то повторяется по старому сценарию, по кругу. И вместе с рыцарем мечей это для вас какая-то как возможность что-то вернуть или что-то сделать заново, как будто, да, переродиться, возродиться. Карта рыцаря мечей. Может быть, это имеет отношение к воздушному знаку зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для стрельцов на неделю с 20 по 26 апреля я завершаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.